Семья. Всем нам знакомо это слово, но каждый из нас понимает его по-разному. Для одних семья – это рождение детей, а для других – счастливый брак. Некоторые при этом слове вспоминают добрых родителей, веселое детство. Это слово вызывает положительные чувства. Но задумывались ли вы, что есть люди, которым слово «семья» напоминает о боли, предательстве и одиночестве? Многие так и не обрели истинное семейное счастье. Ни для кого не секрет, что пожилые люди являются одной из самых уязвимых групп населения Кыргызстана, да и вообще всего постсоветского пространства. После распада СССР переход к независимости был трудным периодом для страны, что привело к различным экономическим проблемам. Кыргызстанцы, которые всю жизнь трудились на благо страны, столкнулись с тем, что нет достойных пенсий. Вся надежда оставалась только на детей. Но в поисках работы многие эмигрировали, оставив стариков без средств к существованию. В различных регионах страны все чаще можно встретить подобную проблему. Старики, обманутые мошенниками. Доверчивые, одинокие дедушки и бабушки, полагаясь на совесть людей, так легко теряют свое имущество. Нина Алексеевна уже несколько лет живет в доме престарелых города Ош. Еще давно она обменяла свою квартиру, но, к сожалению, стала жертвой аферы. В итоге Нина Алексеевна осталась одна на улице. Да, я просто свою квартиру продала и решила купить двухкомнатную квартиру. А двухкомнатную квартиру у нас работала одна, за нами ухаживала одна, соцпомощь. Но я ей деньги ей доверила за эту квартиру. И решили купить двухкомнатную квартиру. За 50 тысяч купили квартиру. Купили квартиру, да. Она, оказывается, не отдала этому, которому хозяину за эту квартиру в рассрочку. Договорился. Потом я год прожила в этой квартире. Год я прожила в этой квартире. И вдруг он приходит, хозяин, и говорит: а вы не полностью деньги уплатили. Как не полностью? Я полностью отдала деньги. Ну, раз так, говорит, мы вас выгоняем отсюда. Я говорю: ну, пожалуйста, выгоняйте. И вдруг я слышу по радио, по телевизору показывают, что вот тут дом престарелых образовался. Ну, я и пришла сюда. И так я тут оказалась. Сама Нина Алексеевна выросла в детском доме. У нее нет близких родственников, которые могли бы помочь ей. Пережив многое в жизни, кто бы мог подумать, что в почтенном возрасте она найдет счастье в доме престарелых. Теперь она проводит золотые годы здесь, радуясь каждому дню. Сейчас увидите, как мы занимаемся здесь. Вот, чтобы наши ноги работали хорошо. Вот, мы так всегда каждый день занимаемся. Майя Мирзабаева также живет в Оше. У нее есть собственная квартира, да только мало кто ее навещает. Все родственники умерли, и она осталась совсем одна. Майе Мирзабаевой 71 год. Уже около 6 лет, как она прикована к постели и не может передвигаться. Упала, прямо ушибла ногу, и позвоночника сломана. А ее нельзя, говорит, оперировать. И плюс теперь зрение потеряла. Левые глаза у меня не работают, не показывают, не видят. Вот это плохо вижу. Вот так. И сердце мне часто колет. У меня стенокардия. Давление ненормальное. То повышается, то понижается. Так, ходить не могу. Вот эту табуретку тяну. Вот так до этого дойду. 4 ногами, вот так коленом и вперед зайду. Выхожу. Дали мне коляску. А что я с ним буду делать? Я же не могу, мне не надо кто-нибудь ее толкать или... У Майи была сиделка, но та получила диплом и уехала из города. И единственное, кому признательна Майя, так это работникам соцзащиты, так как они не забывают про нее и регулярно навещают. Мои родители, это социальная почта, вот это, соцзащита. Спасибо, это соцзащита, что они мне в обиду не дают. Навещают часто. Что мне надо, они мне всегда они меня удовлетворяют. Вот это Бурмахан раньше со мной меня смотрела, а теперь обслуживала. Сейчас вот это Диля обслуживает. Спасибо ей. Что им, кроме меня, делать нечего, что ли? Спасибо. Ночью приступ будет, что плохо будет, я зову, хорошо-то близко живет, она прямо и ночью подходит ко мне. Мы находимся в Бишкекском доме-интернате для инвалидов и престарелых. Здесь проживает более 200 пожилых людей.
Каждый из них может рассказать свою историю, которая не оставит вас равнодушными. Причина у каждого своя причина. Но в основном, значит, или жилищные условия, или неувязка с детьми, или вот этот распад союза нам дал очень много таких вот дедушек, бабушек, которые, многие дети уехали в Россию, многие дети потеряли работу и места, ну и по своим личным таким этим причинам. Родственники есть, у некоторых есть и дети, есть и внуки, есть и правнуки. Но не всех посещают, надо сказать. Есть, которым приходят, а есть, которым приходят изредка или в месяц раз только для того, чтобы забрать пенсию. Вот будем так говорить откровенно. Гулипа Алиева – одна из активисток дома престарелых. Уже 5 лет живет в интернате, но с самого первого дня не сидела на месте. Начинала работать в библиотеке на полставки. Сегодня Гулипе Алиевне уже 75 лет. За годы пребывания в доме престарелых она познакомилась со многими и может поведать о тяжелой жизни стариков. У нас, когда в 1997 году было 242 человека, а сейчас вот в данное время 207 где-то осталось. Ну, есть, которые совсем не общаются. Есть у нас из Беларуси есть женщина, тоже совсем не общается ни с кем. Вот, и в последнее время участились как бы наши нации киргизские, да, в основном мужчины. Они не смогут сойтись со смохами, там, с детьми разногласия. Вот таких у нас много кыргызов. Но есть, которые дети вообще не ходят. Несколько человек. Но они страдают, конечно, плачут, там это. Ну что поделаешь. Гулипа Алиевна благодарит администрацию интерната, а также различных спонсоров, просто волонтеров, которые приходят и как-то стараются приукрасить жизнь пожилых людей. Внимание и забота – это то, что необходимо старшему поколению, больше всего, ведь они пережили много боли и отвержения со стороны близких им людей. Одна из таких – это Таджигуль Апа. Она жила со своим младшим сыном, снохой и внуками. После того, как сын уехал в Россию на заработки, в семье начались конфликты. Когда сын уехал, мы остались со снохой и внуками. Сноха начала пить, приходила домой очень поздно. Я, конечно, старалась помогать ей, убирала дома, готовила, смотрела за внуками. Но в один день она пришла домой выпившая. Я не могла промолчать и сказала ей, что так нельзя. Видимо, это ей не понравилось. Она меня избила и ночью выставила на улицу. Работники акимиата помогли нашей героине устроиться в интернате. Ей сложно было привыкнуть, но другого выхода не было. Все остальные дети Таджигуль Апа живут в разных городах, но ни на кого из них она не обижается, кроме своего младшего сына. Я слышала о том, что мой младший сын приехал из России, но меня он так и не навестил. Я думаю, что ему стыдно за себя и за жену. Но я считаю, что он, как сын, должен был хотя бы разобраться, хотя бы для себя, кто прав, а кто виноват. Мне кажется, я никогда не прощу своего сына. И если даже он приедет за мной, я ни за что не поеду с ним. Я уже привыкла, у меня подружки здесь есть, мне здесь нравится. Таджигуль Апа нашла себе увлечение в интернате. Она любит шить различные поделки, это помогает ей забыть о боли, причиненной ее родными. Она с удовольствием шьет и дарит свои поделки подругам и соседям. Таджигуль Апа не единственная, кто нашел себе занятие по душе. Эсенбеку Абдурасулову 73 года, хотя выглядит он намного моложе. У него богатый жизненный опыт. Побывал во многих странах, знает несколько языков. Как истинный хозяин дома, он решил заняться облагораживанием земли. В течение 30 лет территория вокруг дома престарелых была неухожена и заполнена зарослями и кустарниками. Сегодня никто даже не вспоминает, что здесь когда-то была пустыня. Вот здесь у нас помидоры, дальше картошка, а там веники растут, потому что с этим проблемы, их всегда не хватает. Здесь были заросли, недавно мы очистили и посадили малиновые плантации. Как только созревают плоды и овощи, мы в первую очередь раздаем нашим бабушкам, дедушкам, которые не могут свободно передвигаться. У нас так принято.
Сегодня все восхищаются трудом Аксакала. Он стал для многих хорошим примером того, что жизнь в доме престарелых не заканчивается. От самого человека зависит, каким будет его пребывание в этом учреждении. Это время может быть мучением, а можно сделать это место родным и приятным для души. У каждого человека своя судьба. У меня есть младшая дочка, но мы с ней не общаемся. Так уж бывает. Но я считаю, что дом престарелых – это еще не приговор. Если ты оказался в доме престарелых, это не значит, что ты не можешь больше ничего делать. Можно здесь жить и развиваться. Если человек любит трудиться, то он везде найдет себе занятия. Я считаю, что аксакалы должны показывать пример, несмотря на испытания судьбы, какими бы трудными они ни были. С психологической точки зрения, подобное поведение пожилых людей положительно сказывается на многих вещах. Когда человек переключается с отрицательных воспоминаний и направляет свою энергию на творческую деятельность, это отвлекает его от чувства боли и отвержения, нанесенного родными. С каждым разом появляется все больше благотворительных фондов и проектов, которые занимаются вопросами пожилых людей. Одним из успешных за последние годы можно считать фонд «Бабушка Эдапшн». Зинаиде Яковлевне как-то порекомендовали обратиться в эту организацию, так как уже долгое время она живет совсем одна. 15 лет назад ее дочь пропала без вести, но именно в этом фонде Зинаида Яковлевна обрела новых друзей, которые помогают ей в ее непростой ситуации. У меня мой спонсор Дании, Инга Ларсен. Она мне очень помогает, мне очень общение с ней. С ней общение мне вдохновляет жизнь. Она мне как сестра, я как член семьи у них. Они обо мне заботятся, они все мои проблемы житейские, они все знают. Она всегда мне помогает, к дню рождения посылает подарки, на Рождество посылает подарки. Я очень нуждаюсь в ее помощи. И благодарна ей, она мне как сестра. И я у них как член семьи. Благотворительный фонд «Бабушка Эдапшн» в переводе с английского «удочерение бабушки» существует уже 13 лет в Кыргызстане. Основная цель фонда – это финансовая и социальная помощь одиноким пожилым людям. Фонд работает в различных направлениях. Основной проект под названием «Удочерите бабушку» нацелен на одиноких пожилых людей с низкой пенсией. Для них специально подбирается спонсор за рубежом или здесь, в Кыргызстане, который ежемесячно оказывает финансовую поддержку. Также мы поддерживаем группы самопомощи. 15 из них работают в Баткенской области, а также еще 15 работают в городе Бишкеке, а также в Чуйской области. В общем, в дополнение к оказанию этой финансовой и социальной помощи мы стараемся предоставить возможности для пожилых людей, чтобы они сами своими усилиями могли бы улучшать свои жизненные условия, то есть работая, общаясь. Кроме того, фонд собирает средства для бабушек, которые занимаются различной деятельностью, от выпечки до рукодельного труда. Бабушки Чуйской и Баткенской областей могут всегда рассчитывать на поддержку. Объединяя пожилых людей в эти группы самопомощи, фонд старается облегчить чувство одиночества, с которым они так часто сталкиваются. Ну вот это то, что делают наши бабушки. У нас есть бабушки, которые являются профессиональными художницами, заканчивали высшие учебные заведения, скажем, в Москве. Это гуманитарная помощь, предоставляемая международными организациями. Мы сотрудничаем с очень многими организациями, как с местными, так с международными, а также с благотворительными, которые скажем, могут способствовать тому, чтобы такие очень нужные вещи, как медицинские кресла, коляски, приходили к нам, и мы их раздавали самым нуждающимся людям. В последнее время все больше местных спонсоров из числа жителей Кыргызстана вовлекаются в нашу деятельность, скажем, удочеряя бабушек. И это очень радует, потому что, наверное, все-таки культура, скажем, нашего народа, населения растет. И в последнее время у нас появляется очень много даже, скажем, молодых людей, которые желают помогать другим нуждающимся людям и проявляют, скажем, такую сердечную заботу.
Зинаида Яковлевна счастлива, что обрела новую семью в лице спонсоров и работников фонда. Как она говорит, от близких и родных она не получала столько любви и поддержки, как от этих людей. Они стали ей родными. Ну, вот знаете, я когда заскучаю, очень много она мне фотографий прислала, я всех знаю, всех членов семьи, и детей, и внуков, и правнуков. Я когда заскучаю, я достаю ее письма, достаю фотографии, и вот я как будто с ней постоянно общаюсь. Мне очень приятно это общение с ней, и вот как долго нет письма, я уже заскучала. И я переписываюсь, часто ей отвечаю, на все письма отвечаю, постоянно благодарю ее, что она мне помогает. Все привыкли к тому, что пожилые – это беспомощные люди, которые мало чем полезны обществу. Но следующий пример как раз-таки опровергает сложившийся стереотип. Знакомьтесь, Валентина Андреевна, 82 года. С 1995 года она является членом группы самопомощи. Еженедельно 10 бабушек собираются и обсуждают план работы, цели и другие рабочие моменты. Наша группа самопомощи состоит из 10 человек. Все мы дружные, желанные, труженики. Мы называемся «Непоседа». Это для того так назвали, чтобы мы не сидели на месте, трудились, радовались жизнью. Мы всегда стараемся впереди быть. И вот у нас всегда спорится дело. Наши бабушки шьют, вяжут, делают поделки. Вот сегодня их нет, кстати, этих поделок. Вышивают, делают сувениры. Мы всегда считаемся впереди. Всю изготовленную продукцию они относят в специализированный магазин «Бабушка Инкорпорейтед», где желающие могут купить хорошие вещи за низкие цены. Валентина Андреевна живет со своим сыном с ограниченными физическими возможностями. Она не жалуется на судьбу, но всегда старается находить что-то позитивное. Группа, в которой она состоит, придает ей сил и вселяет надежду. Ну, я хочу сказать, что почему у нас такое желание работать, трудиться, потому что есть такая организация в городе Фрунзе, это АДРА, которая занимается развитием и помощью пожилых бабушек. Для нас организовали там курсы. Курсы вот вязания, вот девочки научились красиво вязать. Шитья, вот я шью, я раньше не умела шить, потому что я работала учительницей, я делаю, да, одни рисуют, другие шьют, третьи изучают языки. Я вот начала ходить на киргизский язык, уже умею считать, уже умею писать, даже говорю гюль теразаде турат. На окне стоит цветок. Уже один биреки учторт бешел, ты же уже считаю. Так что у нас развитие есть. Мы как бы заново стали жить с любовью, с радостью. Будучи молодым, никто и не предполагает, каким будет его старость. Из истории наших героев мы видим, что каждый из нас может оказаться в подобной ситуации. Почитание старших, в особенности родителей, сегодня перестало быть модным. Нравственные ценности ушли на второй план. Но все-таки хотелось бы верить, что проявление уважения пожилым мы будем видеть не только от посторонних, но в первую очередь от самых близких и родных, которые обязаны своей жизнью старикам.